Какое давление, какое ЭКГ, за 36 баксов? Самим не смешно, а ведь продают. Тысячами в переходах сотни моделей Лемфа стоят в продаже. Притом по 100 баксов, и бабушки покупают дедушкам. При мне это не раз, кстати, было. И дедушки внукам, а внуки потом спрашивают у меня в личку совет, какая именно модель будет лучше считать кардиограмму. Мне точно не смешно. Tube 246, всем привет, вы на канале Пользы.нет, и сегодня по многочисленным просьбам и просьбам продавца, который упорно посылает мне свои шаманские браслеты, я расскажу вам об очередной модели фирмы Лемфа. А именно об их умных часах, у которых толком даже нет названия, просто Лемфа Watch 2019. И как они их сами назвали, Лемфа 2019. Кратко, быстро и емко, хотя по моим меркам не о чем здесь рассказывать. Очередной раз напоминать вам о том, что может скрываться под довольно приличной оболочкой, просто необходимо. Может быть, новым моим подписчикам поможет, либо тем, кто случайно попал на канал. Начнем. Первая. Упаковка, конечно, Китай, но не отвратительный. Первично открывается по принципу спичечного коробка, потом стандартно. За что уважаю китайский Маспром, в характеристиках даже марку процессора указывают. Понятно, что действие это бесполезное, но выглядит крайне эпично. Как будто мы будем разбираться, на что способно это чудо инженерной мысли и устраивать ему тесты на производительность. Смешно. Второе. Цена, как и у всего, что делают в данном сегменте Лемфа, довольно адекватная. Нет, я не призываю эти часы покупать по 36 баксов за металлический ремешок, корпус из металла и гипотетически фантастические возможности. Пусть и очень подозрительные, но при этом не менее заманчивые. Не стоит этого делать. А главное помнить, что часы великолепно продаются на территории постсоветских республик в розничной торговле стабильно по цене минимум в 2 раза дороже, чем продает тот же продавец Лемфон на Алиэкспрессе вместе с доставкой. Дурит нашего брата по полной. Притом наши же собратья. Третья. Функция подсчета давления. Сразу, как говорится, с места в карьер. У меня даже нет желания тратить ваше время, объясняя, почему часы по определению не могут адекватно подсчитать ваше давление. Но обманку производитель делает все хитрее и хитрее, не считая того, что он засылает на обзоры очень многим блогерам свои часы. Вы при вводе данных должны будете для настройки дать свои примерные показатели давления программе. Ну а она максимально рандомно, базируясь на вашем пульсе, станет выдавать значения, которые будут казаться вам нормой. Аплодирую стоя. Умные часы продаются, а народ покупает. Единственное, кто делает браслеты с адекватным подсчетом давления, медицинская фирма Амрон. И когда вы увидите размеры их умных часов, вы точно не станете их покупать, они огромные, проще с собой тонометр носить. Четвертое. Датчик ППГ, а именно подсчета пульса, более или менее адекватен. Сотни сравнений я не делал, но по нескольким в состоянии покоя разница с тонометром была не больше 7% по ударам. При том, что сам датчик довольно маленький и в программе предлагает считать пульс только раз в час. Пятое. Материал исполнения — экран-стекло, без всяких покрытий, царапается и заляпывается моментально. Ремешок в стоке из металла, вроде бы в комплекте должен быть еще и резиновый, но мне не пришел. И повторяюсь, что выглядит это все довольно прилично, даже вблизи. Застежка на браслете часов пусть правда и крепкая, но слишком тугая для меня, и на узком запястье сама длина браслета часов с перебором. И выглядит он, к сожалению, даже и неплохо, особенно браслет, да и часы тоже. Шестое. Экран IPS-матрица с разрешением 240 на 240 точек. Выглядит довольно прилично. Яркий, на солнце видно отлично. 5 градаций яркости выставляются прямо с браслета. Несколько сменных циферблатов зашиты прямо в часы, плюс есть возможность выгрузить новые из программы. И, кстати, кто не подписан, подписываемся с колокольчиком. На канале много полезного и главного качественного Китая, не Лемфа. Зайдете на канал, сами увидите. Седьмое. Защита от воды и пыли IP68. В душ с ними нельзя, но воды можно не бояться, так же как и песка. Смысл в большей защите отсутствует, так как акселерометр только трехосный, соответственно грибки часы не считают. Восьмое. Аккумулятор на 180 махов, стандартная магнитная зарядка без какой-либо площадки. Заряжаются до 100% они за 2 часа полностью. Акселерометр внутри, повторяю, простенький трехосный. Провод зарядки длинный, магнитный, по ощущениям качественный. Девятое. Функции программы вы видите сами, даже не планирую их освещать. Спортивные функции на уровне дешевого браслета, хотя наличие и количество этих функций просто поражают. Как они считают тот же футбол, притом с трехосным акселерометром, я понятия не имею, но это и не важно. Грибки в бассейне, каденс и зоны пульса, конечно же, часы не считают. Вибра бодрая, звука нет, работает программа, которую можно с легкостью скачать в маркете на русском языке. Кратко, все просто. Функции стандартные, экран сам не сенсорный, все управление осуществляется единственной сенсорной кнопкой под экраном, постоянно пролистываешь то, что тебе нужно. Вот у меня такое ощущение. Если что-то нужно активировать, просто задерживаешь палец на этой кнопке подольше. Функции в программе стандартные, разберется даже ребенок. Работает на Android от версии 4.2 и на
iOS от версии 8.2. Проще говоря, девайсы, с которыми эти часы не работают, найти теперь уже довольно сложно. Bluetooth версии 4.0, конечно, Low Energy. Древний, но вроде стабильный. Оповещения на часы приходят, заметных глюков или проблем с соединением с телефоном не наблюдал. В стоковой версии часы идут еще и с резиновым ремешком, повторяюсь, он мне не пришел. 10. Сами часы на английском языке, но все понятно, ничего сложного вообще нет. Есть суперфункция обмана ЭКГ, еще один хитрый кульбит с их стороны. Такой же отменный бред для того, чтобы заманить покупателей и снять с себя ответственность. Можете спросить у любой медсестры, почему часы не могут вам посчитать ЭКГ. Ну, исключая Apple Watch, но там тоже довольно хитрые оговорки, во-первых, а во-вторых, там совсем другие мощности. И в-третьих, если вы почитаете о том, как там это делают, то там дело совсем, я бы сказал, даже не в часах. Надеюсь, что под конец ролика все, кто меня смотрит постоянно, за что я, кстати, вам очень благодарен, запомнят, что измерение ЭКГ и давления — это тактический маркетинговый ход. Нет смысла у меня спрашивать про это на стримах. И этот ход не имеет ничего общего с реальностью и как минимум может привести к чьей-либо госпитализации, если на основе данных этих часов вы будете опираться. А как максимум, что может произойти, вы сами можете прекрасно додумать. Резюмировать я бы хотел отсутствием каких-либо рекомендаций с моей стороны. Конечно, вы этими часами можете подколоть товарища, либо подарить такие часы не очень хорошему другу, который должен считать, что подарок хорош, но бесполезный. Китайцы же, в свою очередь, делают то, что мы покупаем. И пока бредовые исключительно медицинские функции востребованы нами, и мы верим в чудеса, они их будут имитировать при любом раскладе. А наши друзья и знакомые будут это дело покупать и убеждать друг друга, что это работает. Притом в прямом смысле это делать опасно для здоровья. Почему? Да все просто. Я не измеряю себе давление. Так кому тогда нужны эти функции в часах? Правильно, именно тем, кому по состоянию здоровья необходимо мониторить данные параметры. Они здесь, как вы понимаете, выдаются прогой наугад на основании вашего возраста и тех параметров, что вы уже загрузили, плюс иногда еще помогает датчик пульса. Уже не раз я описывал механизм их шарлатанского подсчета, притом он даже мелким шрифтом у них описан в самих же рекламных роликах и статьях. Повторяться не буду, как игрушка, данные часы по мне довольно дорогие. Для подарка они пойдут, учитывая, сколько они стоят в России. Если решите делать бизнес и перепродавать данные гаджеты, помните о социальной ответственности и карме. Обманывать как минимум нехорошо, а максимум ваша дезинформация может кому-то очень сильно подорвать здоровье. Кто не подписан, подписываемся, на канале стабильно розыгрыши и много интересных гаджетов, которые будут вам полезны. Следующий обзор будет, скорее всего, на новую колонку Tronsmart, и я уверен, что вы знаете какую, если вы подписаны на мой инстаграм. А дальше краш-тесты. Mi Band 4 уже сутки в морозилке, Amazfit Bip я сегодня буду замораживать. Пока не знаю, Mi Band 4 выжил или нет. Скоро узнаете, как я его убил или не убил. Спасибо, что смотрите, девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.